Испания сегодня напоминает ресторан, в котором все больше посетителей, все больше официантов, все больше выручка и все меньше свободных столиков. Экономика растет, население растет, цены на жилье растут, недовольство растет. И самое интересное, все стороны искренне уверены, что виноват кто-то другой. Правительство обвиняет рынок, рынок обвиняет правительство. Левые обвиняют спекулянтов, правые обвиняют мигрантов, а молодой испанец смотрит на объявление об аренде скромной квартиры за 1400 евро и начинает смутно подозревать, что виноваты вообще-то все. Всем привет, это Алекс Макси и канал «Кому что в Испании». На этой неделе жилье вновь оказалось главной темой испанской повестки. Ни миграция, ни коррупция, ни внешняя политика и не Трамп. Жилье. Согласно свежим опросам общественного мнения, опубликованным деловыми изданиями, именно жилищный тупик почти половина испанцев называют проблемой номер один. И это неудивительно. Если открыть аналитику от Идеалиста News или исследование Фотокасса Research, в Мадриде, Барселоне и Валенсии люди уже вынуждены отдавать за аренду больше половины своей чистой зарплаты. Представьте себе картину. Человек учился, получил диплом, нашел работу, исправно платит налоги, и вдруг выясняется, что отдельная квартира для него становится предметом роскоши. Не яхта, не Феррари, обычная квартира. Политики, разумеется, предлагают решение. Педро Санчес заявляет, что нужно расширять государственный фонд и бороться с спекуляцией. Правительство уже продвигает масштабный жилищный план до 2030 года, стоимость которого около 7 миллиардов евро. Но фокус в том, что пока они пишут планы, Банк Испании обновил свои прогнозы. Структурный дефицит жилья в стране вырос до рекордных 700 тысяч объектов. И на этом фоне Министерство жилищного строительства на днях нашло гениальный выход. Глава ведомства заявила, что государство готово выделить 800 миллионов евро, чтобы выкупать нелегальные туристические квартиры у собственников. То есть вместо того, чтобы стимулировать масштабную стройку, снять бюрократические барьеры и дать бизнесу возводить новые районы, власть предлагает выкупать квадратные метры по рыночным ценам за счет налогоплательщика. Логика потрясающая. С другой стороны, консерваторы из партии ПП на страницах газеты АБЦ обоснованно обвиняют кабинет в том, что чрезмерное регулирование рынка левыми законами только сокращает предложение жилья. Крупный капитал посмотрел на закон о жилье Лей де Вивенда, пожал плечами и массово вывел квартиры из долгосрочной аренды. Они ушли либо в продажу по заоблачным ценам, либо в посуточную аренду для тех самых туристов, с которыми правительство теперь обещает бороться на наши деньги. Самое парадоксальное, что обе стороны в этом споре могут быть правы одновременно, но цены продолжают расти независимо от того, кто именно выступает на очередной правительственной пресс-конференции. Давайте сделаем шаг в сторону и сопоставим жилищный коллапс с макроэкономикой. Если вы почитаете «Эль Паис» или «Экспансион», вы увидите заголовки полные гордости. Испанский ВВП уверенно обгоняет средние показатели по Евросоюзу. Мы выглядим сильнее буксующей Германии, а темпы создания рабочих мест бьют исторические рекорды. Но если вы откроете специализированные экономические издания вроде Cinco Días или El Economista, то обнаружите очень неудобные цифры. Да, Национальный институт статистики ИНЕ фиксирует снижение безработицы. Но за счет чего? За счет массового внедрения так называемых контрактов. Контрактов «fijo discontinuos». Это когда человек юридически считается трудоустроенным, но по факту может отработать 3-4 месяца в пляжный сезон, а остальное время сидеть на пособии. Для отчетов Брюссель он работающий гражданин, создающий экономическое чудо. Для любого испанского банка это человек с нулевой платежеспособностью, которому никогда не одобрят ипотеку. В это же время Банк Испании, Банко де Испания, в своих закрытых бюллетенях констатирует, производительность труда в стране стагнирует. Экономика пухнет не за счет создания технологических производств, инноваций или тяжелых инвестиций в промышленность. Она растет экстенсивно,
за счет рекордов туристического сектора и притоков дешевой рабочей силы в сферу услуг. И чтобы содержать этот раздутый бюрократический аппарат, правительство усиливает налоговый прессинг. На днях налоговое управление Асьенда отчиталось о рекордных сборах. Но колумнисты и экономисты прямо пишут, этот рекорд обеспечен не ростом реального благополучия бизнеса, а тем, что инфляция автоматически переводит средний класс в более высокие налоговые категории. Люди зарабатывают номинально больше, покупают на эти деньги меньше, а налогов платят как обеспеченные граждане. В итоге реальные доходы населения тают, а Банк Испании выкатывает свежий отчет. В первом квартале количество судебных производств по отъему жилья за долги по ипотеке подскочило сразу на 38,1%. А если посмотреть на сектор новостроек, там рост дефолтов составил космические 98%. Рынок просто начинает лопаться под давлением неподъемных расходов. Но пока обычный житель Испании или экспат проходит круги бюрократического ада, доказывая банку легальность каждых 50 евро, на самом верху правила игры выглядят совершенно иначе. В Национальной судебной коллегии Испании разворачивается беспрецедентный для страны триллер, о котором пишет «Эль Конфиденциаль» и который вынужден подробно комментировать даже «Эль Паис». Впервые в современной истории бывший представитель правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро оказался под официальным следствием по подозрению в международном отмывании денег и трафике влияния. Суть этого многолетнего расследования сводится к скандально известной авиакомпании «Плюс Ультра», которая в пандемию удивительным образом получила от испанского государства спасательный пакет в 53 миллиона евро. Фишка в том, что бенефициарами этой компании выступают лица, которые близкие к режиму Николаса Мадуро в Венесуэле. И вот сейчас маски окончательно сброшены. Полицейское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями представило суду расшифровку секретных чатов под кодовым названием «Данило Испания». В этих переписках фигурирует некий таинственный персонаж, которого подельники называют Сорро, Сета или просто 5 Сета. И полиция официально идентифицировала этого человека как экс-премьера Сапатеро. Картина вырисовывается фантастическая. Был задержан давний друг и, как его называют в прессе, ключевой посредник экс-премьера, бизнесмен Хулио Мартинес. В ходе обысков у него дома находят 300 тысяч евро наличными, происхождение которых он объяснить не может. А в его компьютере обнаруживают контракты с офшорной структурой Lancet Holding, зарегистрированные на британских Виргинских островах. По этим документам посредники забирали комиссию в размере 8,75% за проведение финансовых операций с венесуэльскими фондами из налоговых убежищ. Сам Сапатеро, разумеется, все отрицает и обещает засудить журналистов за публикации. Но пресса уже зафиксировала кадры, как агенты национальной полиции выносят коробки и мешки с уликами прямо из мадридского офиса, связанного с окружением экс-премьера. И вот тут сопоставление фактов становится по-настоящему циничным. Пока действующее правительство Педро Санчеса, верного союзника Сапатеро, затягивает гайки налогоплательщикам, рассказывает среднему классу о необходимости делиться, в кавычках, и выделяет миллионы на покупку комнат для бедных, за кулисами годами функционировала гигантская международная прачечная по отмыванию денег. И управлялась она, судя по отчетам УДЭФ, под кодовыми именами из парадисов Карибского бассейна. Когда на самом верху миллиарды утекают в офшоры, а внизу базовая жизнь становится недоступной, неизбежно меняется социальная ткань общества. И здесь мы подходим к теме безопасности. Газета «Ла Вангвардия», детально описывая ситуацию в Каталонии и Барселоне, фиксирует четкий маркер. В районах с критически перегретым рынком недвижимости и высокой концентрацией туризма стремительно меняется структура преступности. Местная пресса и внутренние сводки Гвардии Сивиль показывают, что речь уже давно не идет о банальных карманниках.
Растет число преступлений, связанных с организованными группировками, уличными грабежами и насильственным захватом собственности. Испания всегда гордилась своим уровнем безопасности, но сегодня лазейки в законодательстве породили совершенно циничный бизнес. Профессиональные укупасы мутировали. Судебные публикации подтверждают, теперь это не левые активисты, это жестко структурированные криминальные группы. Они используют норму закона, согласно которой, если укупас зашел в квартиру без взлома дверей и успел продержаться там 48 часов или просто заказал туда доставку еды и показал чек полиции, выселить его можно только через затяжной суд, который длится, возможно, годами. Сейчас эти группировки откровенно шантажируют владельцев жилья. Схема простая. С вас требуют от 5 до 10 тысяч евро наличными. Просто за то, чтобы они освободили вашу собственную недвижимость. Государство фактически переложило обязанность по обеспечению граждан жильем на плечи частных лиц, создав идеальную питательную среду для криминала на улицах Барселоны и Мадрида. Общество, уставшее от безнаказанности, стремительно правеет, требуя жестких мер и защиты базовых прав. И вот на этом фоне мы обязаны затронуть тему, без которой испанский экономический мотор вообще не способен работать – иммиграцию. Как пишут аналитики «Экспансион», Испании физически необходим приток людей. Стройка, логистика, сбор урожая в Андалусии, туризм, уход за пожилыми людьми. Местное стареющее население просто не идет на эти вакансии. Демократическая зима в Испании, которую регулярно анализирует Реаль Институто Элькано, одна из самых суровых в мире. Именно поэтому правительство готовит масштабные программы легализации для полумиллиона мигрантов. И тут начинается главная политическая драма. Левые партии заявляют, без этих людей экономика не справится. Мы обязаны их интегрировать. Правая оппозиция на страницах АБС отвечают: отлично, но вы только что признали, что у нас дефицит в 700 тысяч домов. Цены на аренду уничтожают местную молодежь. Где вы собираетесь расселять еще 500 000 человек? И самое страшное, что на этот вопрос у правительства ответа нет. Обе стороны говорят о реальных, кричащих проблемах, но никто в Мадриде не хочет сложить две цифры вместе. Экономика требует притока населения для роста ВВП, но инфраструктура города физически не способна это население переварить. Направление этого тектонического сдвига наглядно подсветила история этой недели. Официальный апостольский визит папы Льва XIV в Испанию. В Мадриде перекрыты центральные артерии. Пресса обсуждает торжественные приемы. Но посмотрите на финальную и самую важную точку его маршрута. Папа завершает свой визит не в монументальных соборах Толедо или Мадрида. Он летит на Канарские острова. Он отправляется в порт Аргунегин и лагерь Лас Раисес на Тенерифе. Туда, куда ежедневно причаливают лодки с мигрантами по Атлантическому маршруту. Сегодня даже Ватикан, прибывая с официальным визитом в одну из главных католических стран мира, обсуждает не догматы веры, не теологию и не внутренние церковные расколы. Глава католической церкви едет обсуждать миграционный кризис и судьбы людей, которые штурмуют границы Европы. Пока испанские политики спорят о процентах, кастах, взаимных обвинениях и бюджетах, папа говорит о людях. Пока партии судорожно считают будущие голоса на выборах, Ватикан указывает на глобальный гуманитарный излом. И нравится это кому-то или нет, но миграция в жесткой связке с ресурсами городов становится ключевым, экзистенциальным политическим вопросом всей Европы. И Испания здесь лишь передовой полигон, на котором обкатываются сценарии будущего. Мне кажется, что большинство испанских политиков сегодня спорят не о будущем страны. Они спорят о симптомах, пытаясь лечить смертельную болезнь косметическим ремонтом фасада. Потому что настоящая оголенная проблема выглядит так. Испании нужно больше людей для поддержания номинального роста экономики, но Испании нужно гораздо больше жилья, инфраструктуры, больниц и судов для этих людей. И пока второе, физически, экономически, не догонит первое, политическая и социальная температура в обществе будет только расти. Через несколько лет
мы рискуем увидеть очень странный, невиданный ранее парадокс. Страну с растущим ВВП, страну с тотальной нехваткой работников, страну с миллионами сытых туристов и одновременно страну, где высшие чины фигурируют в отчетах полиции об отмывании карибских миллионов. А работающий средний класс и молодая местная молодежь не могут позволить себе собственную жизнь, оставаясь квартирантами в чужом празднике. И если это не главный политический и социальный тупик 21 века, то я даже не знаю, что тогда им является. Оставляйте ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал. Мы ищем логику там, где ее пытаются скрыть за красивыми отчетами. С вами был Алекс Макси. До встречи.